Всем привет! Давно не виделись. Я Олег Гегельский, и это One Blood. У нас сегодня очень важная тема – это выбор первого ружья. Смотрите нас до конца, потому что мы обязательно объявим результаты предыдущего конкурса и разыграем новые призы. В сети очень много информации о том, как выбрать свое первое оружие. Но я хотел бы предостеречь от главной ошибки, которую делают все, кто первый раз пытается выбрать оружие. Это попытка выбрать оружие на все случаи жизни и на всю оставшуюся жизнь. Это невозможно, потому что такого оружия не существует. Но парадокс заключается в том, что такое оружие действительно может оказаться в ваших руках, но это будет потом, когда будет большой настрел, и вы поймете про свое оружие все, а оружие поймет все про вас. Мы сейчас не говорим о гладкоствольном оружии для спорта или самообороны. Мы сейчас говорим именно об оружии для охоты. Скорее всего, вы будете смотреть на 4 варианта оружия. Это тактическое направление, одноствольные переломки, двухствольные переломки и одноствольные полуавтоматы. Понятное дело, что путь совершенства бесконечен, но на этапе выбора первого оружия его можно очень сильно сократить. Для этого просто-напросто нужно ответить себе на 2 главных вопроса. На что вы собираетесь охотиться и в каком режиме эта охота будет происходить. Но в любом случае это будет гладкий ствол, потому что нарезное можно будет взять только после 5 лет владения гладкоствольным оружием. Есть 2 очень важных момента. Независимо от того, на что мы будем охотиться, на пернатых, на красную, черную дичь, диких горных или на хищника, если мы правильно подберем ствол, то все остальные вопросы охоты будут решаться грамотным подбором боеприпасов. Калибр однозначно рекомендую 12-й как самый распространенный и универсальный по боеприпасам. Вариантов много, но, как показывает статистика и опыт, правильный выбор новичка – это переломка двухствольная и одноствольный полуавтомат. Начнем с двухстволки переломки. Первый вопрос, который всегда возникает, это горизонталка или вертикалка. Я считаю, что это дело вкуса. Вот кто-то говорит, что горизонталка, она более эстетично выглядит. Ну, мне лично больше нравится вертикалка. Ну, может быть, еще и потому, что за счет того, что стволы расположены вертикально, сектор визуального контроля у стрелка гораздо лучше. Какие основные достоинства двухствольного ружья? Это двухзарядность, то есть возможность повторного выстрела после промаха или подранка. Это неприхотливость к боеприпасам и надежность конструкции. Что нужно знать обязательно про двуствольное оружие? Это то, что при пайке стволов они сводятся на дистанцию 30-40 метров. И при производстве выстрела ближе или дальше обязательно это нужно помнить и эту корректировку вводить. А одноствольный полуавтомат, они бывают 2 типов, с инерционным механизмом и газоотводным. Какой из них выбрать? Это дело вкуса. Есть мнение, что инерционка работает мягче. Но с другой стороны, газоотводный механизм менее притязателен к боеприпасам.
Что можно сказать о достоинствах и недостатках одноствольного полуавтомата? С одной стороны, его многозарядность. Это очень большое достоинство в том смысле, что можно очень продуктивно вести охоту как раз за счет того, что в магазине находится большое количество боеприпасов. И, соответственно, можно, не задумываясь о перезарядке, делать несколько прицельных выстрелов по цели. Но с другой стороны, многозарядность провоцирует стрелка делать большее количество выстрелов от необходимого. Таким образом, стрелок расходует большее количество боеприпасов, и они очень быстро заканчиваются в патронташе. Если сравнивать одноствольный полуавтомат и двуствольную переломку по надежности, то, естественно, двуствольная переломка выигрывает, потому что у полуавтомата большее количество деталей. Есть еще один нюанс, это то, что полуавтомат более прихотлив к боеприпасам с малыми навесками, в отличие от переломки двухстволки. Если в своем выборе рассматривать гладкоствольное оружие тактического направления, помповое, магазинное, то оно все-таки больше заточено под самооборону и спорт, нежели под охоту. Наверняка будут рассматриваться одноствольные переломки, у которых есть масса позитивных качеств. Это исключительная надежность, это абсолютная неприхотливость к боеприпасам, это очень привлекательный вес, это цена. Но есть один существенный недостаток. Это как раз однозарядность этого ружья. С одной стороны, однозарядность очень дисциплинирует стрелка. С другой, высока вероятность подранка. И хорошо, если этот подранок утка, она улетит. А если медведь? На что же следует обратить внимание в своем выборе? Длина ствола – некогда очень важный фактор, который определял характер дробовой особи. Сейчас этот вопрос легко решается сменными насадками чоки-получоки, поэтому на вопросе длины ствола я бы особо не заморачивался. Двустволка-переломка. Возникает вопрос: 2 спусковых крючка или 1? Это индивидуальный выбор каждого. Мне, например, удобнее работать с одним спусковым крючком, потому что я стреляю как с левого плеча, так и с правого. Кроме того, зимой в перчатках удобнее все-таки один спусковой крючок. Есть мнение, что переломка с одним спусковым крючком уступает в надежности переломке с 2 спусковыми крючками. Спорный тезис, потому что количество деталей примерно одинаковое. Здесь у нас 2 спусковых крючка, а в переломке с одним спусковым крючком просто добавляется селектор-переключатель. При выборе двустволки переломки чему отдать предпочтение – экстрактору или эжектору? Если эжектор, то, разряжая оружие, гильзы или неотстрелянные патроны улетят в неизвестном направлении, и нужно фиксироваться на том, куда они улетели. А улететь они могут куда угодно – в траву, в снег, в лужу. С одной стороны. С другой стороны, эжектор очень ускоряет перезаряжание оружия. Это очень важно на спортивной площадке. Лично мне больше нравится экстрактор. Несмотря на то, что эжектор быстрее позволяет перезаряжать оружие, при экстракции патроны или гильзы остаются у меня в руках. Дерево или пластик? Дерево, конечно, теплее, я бы сказал, аристократичнее, но пластик менее прихотлив в обслуживании. А те условия, в которых эксплуатирую я свое оружие, к сожалению, не всегда позволяют вовремя его обслужить. Поэтому мой выбор – пластик. По производителям. Лучший вариант – это итальянцы. Цена абсолютно соответствует качеству. И цена высокая, и качество. Если же мы не можем дотянуться по цене до итальянского производителя, ну, наверное, можно порекомендовать Турцию. У Турции цена гораздо ниже и очень, в принципе, близка к отечественным производителям, но качество очень часто выше отечественного производителя. Но нельзя сказать, что российский производитель – это плохо. Нужно просто знать тонкости выбора. А несомненно, позитивным моментом российского производителя является то, что, в принципе,
каждый, кто хочет купить оружие, может до него дотянуться по финансам. И последнее, когда вы определились со своим оружием, со всеми тонкостями и нюансами, для того, чтобы действительно это оружие стало вашим родным, естественно, нужно это оружие подобрать по эргономике, под свои антропометрические характеристики. Проще говоря, это оружие должно быть настолько удобным для вас, чтобы оно было вашим продолжением. Для этого нужно, чтобы сошлись три основных параметра. Это правильная вкладка в плечо, правильный хват за цевьё и комфортный упор щеки в приклад для удобного прицеливания. Имейте в виду, что если человек стреляет плохо, то он плохо стреляет из всего. Из этого напрашивается простой вывод. Стреляйте много, стреляйте часто. В общем, тренируйтесь. Итак, пришло время подвести итоги и определить победителя конкурса из ролика с настоящим индейцем. Вот наш ролик. Смотрим ролик. Так, смотрим комментарии. 63 комментария написали наши подписчики. Очень хорошая активность, но можно еще активнее. Так, копируем ссылочку, вставляем в рандомайзер. И рандомным образом выбираем победителя. Победителем становится наш подписчик с ником ZaSiren72. И мультитул и огниво отправляется к нему. И по традиции сегодня мы разыгрываем приз, которым стал подствольный тактический универсальный фонарь Доберман. Для того, чтобы выиграть этот приз, нужно подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео, обязательно написать комментарий, желательно по теме нашего видео, и пусть ваш аккаунт будет открытым, чтобы мы могли с вами связаться. С вами был Олег Гегельский, и это One Blood.